После того, как мы сделали проколы для намеловки наших вспомогательных линий, мы должны знать, какие линии нам нужно пропудрить, так сказать, с лица или с изнанки. Вот, к примеру, вот эту рамку кармана должны с лица ткани, с лица. А линию прикладывания мешковины и линию прикладывания долевика мы должны намеловать с изнанки. Важно знать, что всегда, когда мы мелуем полочку или спинку, сейчас речь идет о полочке, самое контрольное место это у нас срез борта и вот эта вот высшая точка плечевого шва горловины полочки. Мы ориентируемся при намеловке параллельно срезу борта и укладываем вот эту вот нашу точку. Остальное, как пойдет, как ляжет, так не так критично, потому что большая часть намеловки у нас идет симметричность от края борта, от измерения от плечевого шва полочки, высшей точки плечевого шва, до начала прорезного кармана. Я сделаю пропудривание для начала с изнаночной стороны. Это мы будем делать линию прикладывания помимо листочки. Вот прям беру пудру и втираю в наши проколы, чтобы они туда утопились. После того, как мы пропудрили, можно еще края намеловки уточнить цветным карандашом. Именно вот эти вот наши точки, которые самые основные. Не долевые и поперечные, которые мы в качестве линии, а в качестве контрольные. Просто сделать карандашом цветным, обычным цветным карандашом. Кстати, цветной карандаш очень хорошо стирается. Вот мы намеловали точки. Обязательно эти точки уточняем дальше нашей вспомогательной намеловкой. Самая крайняя намеловка это у нас идет линия прикладывания мешковины. Она нам понадобится для дальнейшей обработки кармана. А в серединке это линия прикладывания долевика. Для чего нужна эта намеловка с изнаночной стороны? Для того, чтобы долевик мы приклеили там, где он должен быть. Иначе, если мы не будем уточнять место расположения, у нас долевик может попасть вне в рамку кармана и будет не захват. Поэтому лучше уточнить. Сейчас то же самое я сделаю на другой стороне с изнаночной стороны. И затем уже сделаю намеловку с лицевой стороны. Нам с лицевой стороны полочки не нужна намеловка прикладывания мешковины, прикладывания долевика. Нам нужно намеловать только рамку самой листочки, рамку прорезного кармана. Я также пропудрю, но пропудрю уже самой рамки. И уточню края рамки цветным карандашом. Если ткань темная, оно опечатается сразу. А так как у меня ткань светлая, не видно. Поэтому пользуюсь цветным карандашом. Ну вот, с лица мы тоже намеловали. И сейчас нам нужно уточнить уже намеловкой наши линии
место расположения рамки кармана. Обязательно проверяем. У нас у данного размера идет длина 15, поэтому проверяем и уточняем. И 2,5, 2,5, 2,5. Вот, наверное, видно намеловку мелом, конечно. Вот видно. Сейчас я, получается, приклею с изнаночной стороны долевик. И на другой стороне то же самое уточню. И уже готовимся к дублированию листочек и обработке прорезного кармана. Прикладываем долевик на нашу линию намеловки. Крайнюю намеловку оставляем. Она нам пока не нужна. Прикладываем. И мой совет: когда приклеиваем дублерин, никогда утюг не везем, а просто ставим. И держим его секунд 10-15, в зависимости от качества дублерина, в стоячем положении. Так, чтобы клей растворился. Не везем, а просто передвигаем перебежками. Почему намеловала карандашом? Вот уже мел стерся, а карандаш остался. С другой стороны то же самое. Прикладываем по нашей намеловке. Секунд 15 это точно. После того, как мы приклеили, трогать деталь нельзя. Деталь с клеевым дублерином должна отдохнуть, отстыть, чтобы не было перегибов или заломов. Даем ей отдыхать минут 20. Ну вот рамку кармана я уточнила по нашим контрольным намеловочным линиям и с лицевой стороны. И с изнаночной стороны у нас проклеен долевик, тоже по нашей вспомогательной намеловке. А линия прикладывания мешковины с изнаночной стороны у нас остается открытой. Она нам нужна для обработки рамки кармана. Для того, чтобы нам дальше обрабатывать прорезной карман, нам нужно заготовить листочки. Листочки у нас раскроены из ткани верха, и к ним раскроены два кусочка дублерина, а именно деталь из дублерина, которая позволяет в дальнейшем листочку не растягиваться, не вытягиваться. У нас есть лекало, благодаря которому мы краили, и с помощью лекала нам нужно уточнить середину. Здесь важно знать, что деталь из дублерина мы обязательно должны укладывать по середине ширины и длины детали. Одинаковое расстояние должно быть по боковым сторонам и по боковым сторонам длины листочки. Разрешается деталь из дублерина на такие вот детали, как листочка, кроить пополам, на половину ширины листочки. В таком случае у нас будет практически половинка детали дублерина, как вот у нас сейчас есть. Но лучше на трикотажные изделия закладывать целиком. Здесь уже будет стопроцентный захват, и когда мы будем обрабатывать карман, у нас обе стороны будут растягиваться при притачивании листочки по одинаковому. Поэтому мы должны дублерин уложить по середине ширины и длины листочки и продублировать. Продублировать, как всегда, дублируем утюг, просто ставим, не везем. Выдерживаем минимум 10 секунд.
максимум 20. У каждого дублерина может быть по-разному. После того, как мы продублировали, оставляем, чтобы деталь у нас отстыла. И только потом мы заутюживаем саму листочку пополам. Здесь уже нужно нам вывести рисунок, чтобы в данный момент буковки никуда не убежали. Я вот так вот заутюживаю. Можно застоять подушечкой. И другую листочку. То же самое. Ориентируясь на параллельный рисунок, чтобы у нас рисунок был параллельно в зеркальном положении. Деталь листочки мы убираем отстывать. И дальше я бы еще придублировала маленькой полосочкой дублерина, долевой полосочкой дублерина по срезу мешковины. Я взяла 2 мешковины. На мешковине есть намеловочная вспомогательная линия, где у нас начнется рамка кармана. Здесь у нас она начинается где-то на 2,2 сантиметра. И я от среза мешковины отмечу 2,2. Эта линия означает, что здесь у нас будет притачиваться мешковина. И вот это место я бы вот посередине усилила небольшой такой полоской дублерина. Можно обычный флизелин, можно. Ну, я уже решила одной и той же качеством дублерина, как и у всего изделия. Здесь в данный момент, чем тоньше дублерин, тем лучше. Самое главное, чтобы когда мы обрабатывали карман, это место не вытягивалось. Здесь вот я сейчас потяну, оно в какой-то степени держит. А здесь оно вытягивается и натягивается. И на другой стороне мешковины то же самое. В зависимости от выкройки это расстояние может быть разное. Обычно от среза мешковины до начала рамки сантиметр, максимум 1,5. У меня заложено в выкройке 2, так как у нас обработка кармана с чистой обработкой. Прикладываем и дублируем. Полочку мы приготовили, усилили долевиком в области обработки нашей будущей рамки прорезного кармана и самого кармана. Приготовили 2 листочки и приготовили, так сказать, усилили срез мешковины полосочкой дублерина. Только 2 детали. Другие детали мешковины остаются без дублерина. Ну и дальше мы можем уже смело обрабатывать прорезной карман после того, как мы приготовили все детали для ее обработки. После того, как мы приклеили долевик с изнаночной стороны и отметили с лицевой стороны саму рамку кармана, а именно ее место расположения, я отметила рамку кармана по нашим предварительным линиям, которые мы отмечали. Ширина рамки 2,5, длина 15 сантиметров. Сейчас у нас все отмечено, и мы можем приступать к обработке. Для начала нужно сделать так. У нас 2 мешковины. 2 совершенно одинаковые мешковины. Для обработки такого узла нужны мешковины совершенно одинаковые. Обычно бывает одна сторона больше мешковины, другая меньше. Но у нас 2 одинаковые, то есть в общей сложности в крое должно быть 4 одинаковые мешковины. Одна мешковина у нас усиленная полоской дублерина, для того, чтобы, когда мы будем притачивать на рамку кармана, мешковина не вытягивалась и рамка
осталась в такой же форме. Другая мешковина без дублерина. Мешковину без дублерина берем и прикладываем с изнаночной стороны полочки. Изнанка полочки и изнанка мешковины прикладываем и скалываем. Вот теперь-то нам и понадобились вот эти вот наши контрольные линии прикладывания мешковины. Вот сейчас мы берем и прикладываем по нашим контрольным линиям и скалываем. Просто скалываем булавочками, закрепляем, так сказать. Вот, скололи, закрепили. И полочку можем смело пока убрать в сторону. Дальше, что мы делаем? У нас остается другая сторона мешковины и листочка. На выкройке мешковины есть место расположения рамки кармана. Сейчас мне нужно на мешковине отметить вот эту линию, на каком расстоянии она должна быть. Здесь идет 2,2. Я просто перегну выкройку мешковины по линии рамки кармана и сделаю намеловку. Провели линию притачивания мешковины. И на мешковине еще есть рассечки. Эта рассечка означает длина рамки кармана, то есть длина кармана. Я вот так вот отмечаю. Они в качестве контрольных, но все равно мы должны проверить, идет 15 сантиметров или нет. С изнаночной стороны и с лицевой стороны то же самое. Переносить линии рекомендуется лучше путем прокола, потому что может быть все равно смещение. Прокалываем и переносим контрольные линии. Также проводим линию. Проверяем. 15. Все ровно, все четко. Мешковину мы отметили с изнаночной стороны. Это у нас идет линия притачивания мешковины. И с лицевой стороны у нас будет линия прикладывания на рамку кармана. Мешковину убираем. Следующее дело у нас идет листочка. На выкройке тоже есть рамка кармана, поэтому мы можем смело отметить по этой рамке кармана, где же у нас будет обрабатываться сама рамка. Я выкройку лекала листочки перегнула пополам и отмечаю нашу рамку. Ширину рамки здесь уже лекало не поможет. Строго измеряем по линейке. В данный момент у нас ширина листочки 2,5. Проводим линию. Немножко пожирнее хочу. И то же самое переносим на изнаночную сторону. У нас будет это линия прикладывания и линия притачивания. Когда мы перекалываем, так идет точнее. Лучше отмечать с двух сторон, чтобы рамка кармана была точная, четкая. Лучше отмечать с двух сторон. Ну вот и все. Для дальнейшей обработки рамки кармана у нас
все готово. Все контрольные линии мы отметили. Можем приступать к самой уже обработке. Изначально притачиваем листочку. Вот сейчас-то нам и нужны наши контрольные линии по ширине листочки и по длине, то есть граница. Мы отметили их с одной стороны, и с другой стороны готовы листочки. Я сейчас должна прикладывать наши контрольные линии так, чтобы они совместились. Вот здесь вот у нас идет линия прикладывания. Мы ее намеловали, и данные линии на полочке и на листочке мы должны приложить и, так сказать, сопередить. Так легче обрабатывать, и четче получается карман. Сейчас я буду по контрольным линиям нашим притачивать, и обязательно в начале и в конце строчки делаем хорошую, прям вот длиной 2 сантиметра закрепку. И хочу пояснить, что я сейчас притачиваю листочку, нижний слой детали я подтягиваю. Это получается так, что я подтягиваю полочку. Проверяем наши границы. По линии ли мы притачали, до конца намеловки дошли ли, и уже можем смело притачивать мешковину. Припуск листочки рекомендуется сколоть, чтобы она не мешала. Здесь то же самое. Мы отметили наши контрольные линии притачивания мешковины. Тоже сопережаем с нашей намелованной рамкой. И начинаем притачивать. Я не скалываю. Можно сколоть. У меня уже рука набита, и я не скалываю. Но можно вот так вот приложить и сколоть. И потом уже шить. Да? Лично мне удобней шить сразу. Чувствуется таким образом ткань, как лежит, строчка. Но лучше, конечно, если первый раз, лучше сколоть. После того, как мы притачали мешковину и листочку, у нас получилась вот такая вот конструкция. Мешковина до сих пор у меня сколота. Я могу смело убирать уже наши сколотые мешковины иголки. Нужно обязательно проверить, чтобы ширина рамки кармана была точно, как мы намеловали. В данном случае у нас 2,5. Погрешность в плюс и минус разрешается 1 мм. 2,4. Если будет, ничего страшного. В данный момент у нас получается так, что мы разрезаем рамку кармана вместе с нашей мешковиной кармана. Я сейчас должна разрезать, как обычно, посередине длины кармана, пригибаем, и посередине ширины кармана делаем надрез, отсечку, чтобы ножницы наши хорошо вошли, кончик ножниц, и начинаем разрезать. Не доходя до рамки кармана 2 сантиметра, делаем наискосок и близко к строчке нашей притачивания листочки или мешковины делаем надрез под углом. Не доходя 1,5-2 сантиметра. Дальше выворачиваем нашу листочку, выворачиваем нашу мешковину
на изнаночную сторону. И вот у нас что получается. Вот. Видите? Вот она мешковина, которую мы прикладывали. И вот мешковина, которую притачивали. И все наши разрезанные припуски ширины рамки кармана окажутся у нас внутри. Что с верхней части кармана, что с нижней части кармана. И вот эти вот уголочки у нас тоже окажутся. Мы сейчас должны их выпрямить, вытащить. Вот они. И поправить. И надо закрепить нам вот этот вот уголочек сверху и снизу кармана. Вот так. Но для начала я хочу шов притачивания листочки и шов притачивания мешковины выметать и отпарить, чтобы оно уже было четко, красиво зафиксировано. Листочку и мешковину. Расправляя все припуски, все перегибы, чтобы не было неровного перегиба, чтобы не было так называемой типа наплыва. Расправляем и выметываем. Сейчас мне все это надо хорошенько приутюжить, создать так называемую нашу красивую рамку и красивое правильное прилегание. Ну вот я приутюжила полностью всю рамку. В данный момент уже можно убирать временные наметочные стежки. И дальше нам нужно уже закреплять уголочки. Но для начала нужно вот эту нашу листочку поправить, чтобы верхний и нижний край листочки был под прямым углом. То есть немножко, потому что она может гулять маленько. Вот я сейчас должна уголочки подправить и сколоть, чтобы она не убегала, была зафиксированная с помощью булавочек. Обязательно край листочки укладываем во всю рамку. Зазора от сгиба листочки до шва притачивания мешковины не должно быть. Вот так. Теперь я могу смело закреплять вот эти вот наши вот уголочки. Я сейчас буду их закреплять сверху и снизу рамки. Они у нас, эти уголочки, между двумя мешковинами. После того, как мы соединили, то есть закрепили рамку в концах, сверху и снизу, мы можем иголочки убрать. И вот эту вот листочку нам нужно, припуск листочки нам нужно обметать. Я сейчас должна вот этот вот припуск листочки обметать. Почему? Потому что он у нас будет закрепляться на мешковину, но с обметанным срезом. Обметанный срез листочки мне нужно закрепить на мешковину. Мешковина — это у нас та, которую мы прикладывали. Я вот так вот сейчас просто закреплю булавочками и соединю. Вот она, листочка, закреплена на мешковине с стороны входа в карман.
и со стороны, изнаночной стороны. Здесь вот будет просто строчка. И вот так вот закреплена. Сейчас мне нужно проложить отделочную строчку по вот этой вот стороне, по шву притачивания листочки. Иначе потом мы не подлезем. Я сейчас проложу отделочную строчку на 0,2, огибая, поправляя, чтобы не было никаких наплывов, нахлестов, и прокладываю отделочную строчку только по входу в карман, по шву притачивания листочки проложу отделочную строчку на 0,2. Ну вот, я проложила следующую сторону, то есть другую сторону, по боковым сторонам и по длине листочки со стороны мешковины я буду после того, как мы соединим с мешковиной. Сейчас нам нужно мешковину красиво и равномерно распределить, сколоть между собой булавочками и соединить на оверлоке. Но я люблю изначально соединить на прямострочке, прям буквально на 0,2, на 0,3. Ширина строчки оверлока у нас идет 0,5. Но я люблю соединить, если есть какие-то погрешности, осноровить. Вот здесь вот у меня есть немножко небольшая погрешность, где-то 0,2. Это ничего страшного, бывает. Просто после того, как мы соединим, мы это оверлоком потом все срежем. Вот мешковину я закрепила. Закрепила такой вот неширокой шириной строчки на обычной прямострочной машине перед тем, как соединить мешковину оверлоком. Вот здесь вот у меня получилась небольшая погрешность. Вот небольшое такое вот неуравнивание среза мешковины. Это ничего страшного. Бывает такое, особенно на трикотажных изделиях. И я сейчас вот это вот просто сноровлю, чтобы не попала вот эта вот пустота под строчку оверлока, и уже буду обметывать мешковину. Вот. Одну сторону я уже заготовила, проложила отделочную строчку по другой стороне кармана на 0,2. Внутри получилось у нас вот листочка закреплена на мешковине. Вот она. Вход в карман получился вот так вот. И срез мешковины обметала. Вот у нас как получилось. Концы оверлока я сейчас красиво и аккуратно вытащу и завяжу. Вытащу 4-ю нитку и завяжу их между собой. Завязанные концы ниток спрячу между строчками мешковины у оверлока. С другой стороны сейчас то же самое сделаю. И еще сделать нужно ВТО кармана. После того, как мы обметали мешковину, мы можем уже смело прокладывать отделочную строчку по рамке кармана. Как мы помним, отделочную строчку по шву притачивания листочки мы уже проложили. Дальше нам нужно проложить отделочную строчку по углам и по шву притачивания мешковины.
Также прокладываем отделочную строчку шириной шва 0,2 и не забываем делать закрепки. Я на таких изделиях серьезных, которые идет внешний вид, делаю не обратным ходом, а поворачиваю лапкой. Ну вот и заготовили мы карманы. С внешней стороны они получились вот так вот. С изнаночной стороны получился вот такой вот красивый внешний вид. И что самое главное, суть какая, что здесь не видны припуски разрезов рамки кармана. Здесь нету вот этих вот, то, что мы разрезали посередине ширины рамки, здесь их не видно. Все спряталось внутри. Не видно ни со стороны внутренней части кармана, не видно их с внутренней стороны кармана, не видно с внешней стороны кармана и не видно в самом внутри изделия. Все туда внутрь, вглубь спрятано и закреплено с помощью отделочной строчки и, можно сказать, запечатано туда внутрь. Вот такой принцип обработки применяют на брюках, на летних изделиях, где нет подкладки. Дальше нам нужно делать монтаж. Мы дальше будем соединять полочки со спинкой и уже втачивать рукав. Ну и следующие операции, которые нам необходимы для пошива бомбера.